Приветствуем всех на канале КАМ-системы. В данном ролике мы представим вам презентацию и покажем примеры использования нового модуля для SolidWorks Toleranza. Развитие промышленности имеет свои этапы, и каждый такой этап характеризуется резким повышением производительности труда и экономическим ростом. Изначально была индустрия 1.0 – оборудование для механического производства, управляемое энергией пара и воды. Далее индустрия 2.0. Начинается массовое производство использования электрической энергии, конвейерная линия. Индустрия 3.0. Электроника и автоматизация, внедрение роботизированных систем с ЧПУ. И, наконец, индустрия 4.0, которая сейчас активно развивается. Киберфизические системы и умное производство. Одной из ключевых составляющих настоящего этапа развития в части производственной сферы промышленности является направление цифровых двойников. Подавляющее количество промышленных предприятий в настоящее время используют системы автоматизированного проектирования и подготовки производственного процесса. Итогом деятельности конструкторских подразделений с использованием САПа, как правило, являются электронные модели деталей и сборок, а также их чертежи. Но при этом приходится констатировать, что до сих пор основным средством обмена графическими данными между подразделениями являются не электронные модели, а их чертежи. Результатом этого является несоответствие переданных данных 3D-моделей и КД, большой объем бумажной документации, невозможность смежных подразделений использовать передаваемые графические данные без дополнительной переработки, увеличение трудоемкости по поддержанию актуальности графических данных и, как следствие, большая зависимость от квалификации исполнителей. Целью разработки нового модуля было создать технические средства для быстрого перестроения электронной модели детали с учетом предельных отклонений размеров, чтобы приблизить результаты работы конструкторов к цифровому двойнику, под которым понимают цифровую копию физического объекта или процесса, помогающую оптимизировать эффективность производства. И тем самым попытаться сделать так, чтобы основным средством передачи графических данных между подразделениями был цифровой двойник, а не его чертежи. Основными возможностями нового модуля являются анализ существующих размеров, добавление или редактирование предельных отклонений, перестроение 3D-модели по предельным размерам, сохранение исходной и расчетных конфигураций модели, базовые и расширенные режимы, а также интерфейс на русском языке. На этом примере показано использование модуля, когда конструкторами во время моделирования электронной модели были установлены допуски и посадки. Проведя анализ моделей, мы видим результат в табличной форме. Как использовать модуль Toleranza для перестроения модели детали по размерам, соответствующим середине поля допуска? Идем в вкладку Toleranza, открываем модуль, по умолчанию предельный размер средний, нажимаем ОК. Обратите внимание, что новые номинальные размеры имеют величины, соответствующие среднему предельному размеру, и симметричные поля допусков. На этом примере показано использование модуля в самом распространенном случае. Моделирование электронной модели произведено по номинальным размерам и не установлены допуски и посадки, что приводит к нарушению требования ГОСТа пункта 3.1.1. И снова, проведя анализ модели, мы видим такой результат в табличной форме. Для исправления модели используем пользовательский тип предельного размера и вводим значение отклонений в соответствующие ячейки таблицы. Как использовать модуль Toleranza для редактирования размеров и назначения предельных отклонений? Открываем модуль, построить модель, переходим в расширенный режим, устанавливаем тип предельного отклонения пользовательский и вводим значение предельных отклонений. Нажимаем ОК.
И результатом использования нашего модуля является электронная модель, построенная в номинальных размерах с установленными допусками. На этом примере показано использование модуля для перестроения модели по различным значениям предельных отклонений. Как использовать модуль толеранса для перестроения модели по размерам с различными значениями предельных отклонений? Открываем модуль, перестроить модель, переходим в расширенный режим. Устанавливаем индивидуальные типы отклонений для размеров. Нажимаем ОК. Теперь результатом использования модуля толеранса является электронная модель, построенная в размерах, соответствующих наибольшему, среднему и наименьшему предельным размерам и установленным допускам, величины которых не противоречат исходным полям допусков и посадок. Пример использования модуля для перестроения импортируемой геометрии по размерам в середине поля допуска. И первым шагом является конвертация импортируемой геометрии в модель SolidWorks с использованием опции FutureWorks. Вторым шагом является корректирование размерных схем полученной модели. Далее, проведя анализ полученной модели, мы видим результат наших действий в табличной форме. Для назначения предельных отклонений размеров используем Custom и вводим значение Whopper and Flower Tolerance. Как сконвертировать импортируемую геометрию в модель SolidWorks и как установить предельные отклонения размеров. Нажимаем «Импортировать», открываем FutureWorks и делаем конвертацию в автоматическом режиме. Далее делаем корректирование размеров, полученного в автоматическом режиме. Открываем модуль толеранса, устанавливаем тип отклонения Custom, вводим значение, нажимаем ОК.
Результатом использования опции FutureWorks и модуля толеранса является электронная модель, построенная в номинальных размерах с установленными полями допусков и посадок. Теперь рассмотрим, как использовать модуль толеранс для перестроения модели по размерам, соответствующим середины поля допуска. Открываем модуль, устанавливаем значение максимального диаметра отверстия для исключения из перерасчета и перестроения. В результате использования толеранса новые номинальные размеры имеют величины, соответствующие среднему предельному размеру, и симметричные поля допусков. При этом размеры отверстий, исключенных из перестроения, не изменились. И результатом использования модуля толеранса является полное соответствие 3D-модели требованиям ГОСТ и чертежу, возможности проверки собираемости изделия и оценки коллизий, возможность реализации параллельного проектирования и подготовки производства, возможность организации документооборота по безбумажной технологии и использования 3D-модели на других стадиях ЖЦ изделия. Сокращена зависимость от квалификации исполнителя. Благодарим за внимание!